1997 году мир стал свидетелем невероятной новости о Бобби и Кенни Маккой. У них родится сразу 7 чудесных детей. Это событие вызвало настоящий фурор в обществе. Каждый уголок страны обсуждал, как же 2 молодых родителей смогут справиться с такой непростой задачей. Бобби, узнав о своей беременности, была наполнена радостью и страхом. Она не знала, что ждет ее впереди, и как изменится жизнь ее и мужа. Тем не менее, они были полны решимости дать своим детям лучшее. С первых дней беременности Бобби и Кенни столкнулись с множеством вызовов. Необходимость постоянно записываться на приемы к врачам, регулярные ультразвуковые исследования и бесконечные консультации с медицинскими специалистами стали их повседневной реальностью. Они внимательно слушали советы врачей, изучали литературу о многодетной семье и искали информацию о том, как лучше подготовиться к появлению 7 детей. Оба родителя понимали, что их жизнь изменится навсегда, и с каждым днем ожидания их тревоги только возрастали. Кроме того, необходимо было подготовить дом, чтобы уютно разместить всех 7 детей. Это требовало не только времени, но и финансовых вложений, которые казались бесконечными. Бобби и Кенни начали планировать, как они могут переоборудовать свою жизнь, купить более просторный дом, обновить мебель и даже найти средства для оплаты образования и питания. 19 ноября 1997 года мир узнал о семерняшках, и это стало началом новой эпохи для всей семьи. Все 3 девочки — Келси, Натали и Алексис, и 4 мальчика — Кенни, Брэндон, Натан и Джоэль — появились на свет, и с каждым криком маленькие существа наполнили мир счастьем и радостью. Врачи, как и вся страна, не могли поверить своим глазам. Все дети были совершенно здоровыми. Врачи сообщали о каждом новом ребенке с восторгом, и вскоре в больнице появилась атмосфера праздника. Увидев родителей, медсестры хлопали в ладоши, а в воздухе витал дух торжества. Бобби и Кенни, стоя перед своими новорожденными детьми, понимали, что их жизнь только начинается. Поддержка общественности была просто потрясающей. Начиная от многочисленных подарков и пожертвований, заканчивая предложениями помощи от друзей и незнакомцев, семья Маккоев стала центром всеобщего внимания. Появлялись статьи в газетах и репортажи по телевидению, что только усиливало интерес к семье. Телеведущая Опра Уинфри пригласила их на свое шоу, что стало настоящим событием. Впервые на экране они увидели свою историю. Не просто как родительскую, а как настоящую сказку, полную испытаний, радостей и неожиданных поворотов. Они говорили о своих страхах, мечтах и о любви, которая помогла им справиться с этой уникальной ситуацией. Сопереживание и доброта людей проявлялись во всем, от предложения об уборке до финансовой поддержки. Люди из разных уголков страны пожертвовали деньги и предметы первой необходимости, что позволило Бобби и Кенни некоторое время чувствовать себя свободными от финансовых забот. Однако с наступлением повседневной жизни восторг постепенно угасал, и Маккои оказались перед лицом новых реалий. Они начали осознавать, что быть родителями 7 детей — это не только радость, но и серьезная ответственность. Эта реальность стала очевидной уже с первых недель после выписки из больницы. Каждый день был наполнен заботами. С утра до вечера родители пытались справляться с рутиной, кормлением, сменой подгузников и аккуратной стиркой. Своего рода бортовой журнал в виде календаря и списка задач, которые они вели, стал важнейшей частью их жизни. Бобби словно программировала в своем сознании: может, это и сложно, но это тоже прекрасно. Делая все возможное, она искренне сосредотачивалась на каждом мгновении, когда обнимала своих детей, играла с ними и радовалась каждому новому этапу их роста. Первые шаги, первые слова и даже маленькие радости — все это запечатлелось в памяти семьи, как картины в галерее, и каждое новое достижение вызывало голову родителей в гордости за своих детей. С каждым годом жизнь подбрасывала новые испытания.
Устаревшая детская коляска с трудом выдерживала нагрузку, когда в ней сидели сразу 3 детей. Пришло время, когда одной машины стало недостаточно, и Бобби и Кенни вынуждены были купить минивэн, чтобы доставлять своих малышей в садик и на врача. Каждое утро становилось настоящим спортивным испытанием. Как только звенел будильник, начались настоящие гонки на время. Кто быстрее оденет детей, накормит их и выставит всех в машину. «Давай! Быстро! Кто уложит в коляску больше?» Раздавались крики в неразберихе утра, когда все 7 предавались легкому шуму радости. К счастью, в их жизни появились и помощники, друзья, бабушки и дедушки. Каждое лето они собирались для круглосуточного присмотра за детьми. У Маккоев всегда была помощь, и это придавало им сил. Бобби и Кенни считали, что если у детей есть возможность расти в окружении любящих людей, то у них будет больше шансов на успешное будущее. Этот круг поддержки стал их крепостью, куда они всегда могли обратиться, когда ситуация становилась слишком сложной. Из-за нагрузки на семью и необходимости уделять внимание каждому из детей, они стали уделять внимание событиям и достижениям каждого в отдельности. Дети вдохновляли друг друга на достижения и участие в различных кружках, танцах, музыке и спорте. Каждую субботу проходила субботняя утренняя школа, где родители помогали детям с уроками и подготовкой к интересным мероприятиям. Келси проявила особый интерес к художественной гимнастике и стала участвовать в соревнованиях. Глядя на труды своей дочери, Бобби гордилась ее успехами и старалась поддерживать ее стремления. После каждого соревнования вся семья собиралась, чтобы отпраздновать достижения друг друга, создавая атмосферу праздника. Параллельно с этим Натан и Алексис начали проходить курс реабилитации из-за влияния церебрального паралича. Для семьи это было эмоциональным испытанием, но они не сдавались. Бобби и Кенни проводили нянь. По мере прохождения курса дети становились все более уверенными и настойчивыми. Их уверенность росла, и они сами спрашивали, когда смогут снова играть с другими детьми. Это было не просто время, это стало настоящей битвой за отношение к жизни и стремлением не останавливаться перед лицом трудностей. Вопросы, касающиеся инвалидности и выживания, всплывали в экипаже, но поддержка семьи добавляла уверенности. Школа принесла еще больше вызовов и сюрпризов. Когда семерняшки начали обучаться, Бобби и Кенни столкнулись с необходимостью организовать домашнее образование целого класса, обеспечить каждого нужной учебной литературой, следить за их успеваемостью стало настоящим искусством. Каждое утро они собирались для обсуждения, что будет изучаться в этот день. Этот ритуал стал основой их семьи, когда каждый из малышей знал, что его мнение учтут. Со своей стороны учителя направляли регулярную обратную связь, что позволило родителям настраивать процесс обучения. На каждый школьный проект, на каждую выставку или концерт вся семья собиралась вместе, создавая записи и видео, которые будут служить напоминанием о пройденных этапах. Когда кто-то из детей зарабатывал награду, вся семья громко аплодировала. Они всегда помнили, что это не просто учеба, это был их общий путь, о котором они будут вспоминать всю жизнь. Даже само слово «семья» для них стало кодом единства и целей. Дети могли приходить к родителям с вопросами о выборе будущего, о любви, о том, как достигать отдельных целей. По мере взросления детей жизнь становилась все более насыщенной. Здесь уже на первый план выходили заботы о подростках, появление первых отношений, конфликты с друзьями, размышления о будущем. Дети делились своими переживаниями, радостями и проблемами, и могла показаться, что у каждого из них есть своя история. Иногда конфликты возникали, но с ними были связаны незабываемые уроки. Каждый запоминал, что внутри семьи важно делиться чувствами и быть честным друг с другом. Бобби и Кенни никогда не упускали шанс обсудить с детьми их чувства и эмоции, и это сделало их очень близкими друг к другу. Наконец, пришло время, когда старшие дети получили дипломы об окончании школы. Это стало знаковым событием для всей семьи.
Теперь они собирались вместе на вечера, обсуждая свои планы на будущее. Кто-то из детей решил продолжить образование в университете, кто-то присоединился к военной службе, а кто-то выбрал путь предпринимательства. Каждое решение принималось в любви и поддержке. Маккои всегда говорили: «Не бойтесь мечтать и следуйте за своими мечтами, как бы сложно это ни было». Размышляя о своей жизни и о том, что они достигли, Бобби и Кенни осознавали, как важно не только ориентироваться на достижения, но и создавать прочную основу для своих детей. Они знали, что каждый из 7 станет уникальной личностью, но, несмотря на это, они всегда будут частью единого целого — семьи. Например, Алексис, проявившая нестандартный подход к рисованию, начала участвовать в местных выставках. «Когда я рисую, я улетаю в другой мир», — объясняла она родным. Натан, несмотря на физические препятствия, стал обладателем успешного блога о своей жизни с ограниченными возможностями. Его искренность и открытость привлекли множество читателей, вдохновляя их стойкостью духа и оптимизмом. Семья была горда тем, что их дети не только справляются с жизненными вызовами, но и вдохновляют других. Прошло 20 лет с тех пор, как семерняшки появились на свет. Каждый 19 ноября, день их рождения, стал символом не только их жизни, но и единства семьи. В этот день вся семья собиралась вместе и обсуждала свои достижения, трудности и воспоминания о том, как они преодолевали все вместе. Они знали, что у них есть невероятная сила, когда они поддерживают друг друга. И это они пронесли через всю свою жизнь. Они собирались вокруг стола, накрытого любимыми угощениями, и делали праздничный торт, украшенный самыми теплыми пожеланиями. Сейчас, когда семья собрана, Бобби и Кенни видят перед собой настоящую картину успеха. Заполнив свой дом любовью, они создали незабываемые воспоминания и привили своим детям важные жизненные уроки. Даже если их путь был полон трудностей, они стояли вместе как единое целое, демонстрируя взаимопомощь и поддержку. Эта история о семье едет в сердца многих и служит доказательством того, что любовь и забота могут преодолеть любые трудности. Каждый ребенок стал индивидуальностью, но при этом они всегда остаются частью единого целого — семьи Маккоев. Каждый 19 ноября, когда они собираются вместе, они с радостью ожидают, чтобы напомнить себе, что все испытания были лишь моментами на их пути к созданию крепкого и любящего дома. Сегодня они осознают: настоящая сила семьи — это не только в любви, но и в способности поддерживать друг друга, делиться ощущениями и верить в лучшее.